Давай, давай. Приклеивай, как угодно. Как приклеишь, так будет хорошо вообще. Машина типа чистая должна быть. В нашем случае это не важно, я думаю. Совершенно не важно. А, подожди, она на белом фоне? Да, на белом фоне будет классно видно на любой тачке. Я понял. Я-то думал, что тут просто черная буква. Красота! Все. Первая тачка прокачана, короче. Специально прокачиваешь. Давай, чтобы было видно. Да, сразу скажи, как тебя зовут? Леша. Леша? Да. Вот, Леша приехал на диагностику сканером HFM скан. Блять, надо прочистить. Ты должен сказать, пожалуйста, больше никто не приезжает. Да, короче, пожалуйста, больше никто не приезжайте, потому что я зря, наверное, сказал то, что я готов любую машину отсканировать. Чуваки, я просто уже снял миллион видео, где показываю, что этот сканер работает, но я же не СТО, чуваки, просто не найду для всех время. Поэтому вы сканер покупайте и по моим видео сами пытайтесь диагностировать свои авто. Вот, смотрите. Красавица, красавица. Вот как сейчас смотрится, свек вообще. На самом деле, я, чуваки, всем готов помочь, но просто тупо не хватает времени. Так что ты последний счастливчик, который приехал и вместе со мной продиагностировал. Давайте сейчас посмотрим тачку. Вот, это действительно настоящий дырявый Мерс, чуваки. Вот оно. Красота. Смотрите, в универсале. На самом деле... Универсал, я считаю, очень классно смотрится, и седаны, они все, понимаете, заезжены, все очень заезжены. А универсалы, если еще красивые, еще больше дисочки поставить, у тебя... купить AMG моноблоки. Да, дырявый Мерс, но на МГ дисках, на моноблоках, это вообще супер. Посмотрите, сюда можно положить, посмотрите, сколько говна можно сюда закинуть, реально. Пылесос. Че, мангал там есть? Да, вашего Симбернара закинуть вместе, переночевать, там складывается сидушка. Да. Вообще круто. Поэтому, вот смотрите, тут уже... Это я могу тебе подарить. Это нормально. У меня нету выдвигающегося люка, брат. Все будут думать, что есть. Ну да, смотри, вон там этот... Антифриз. Ну как надо, там масло еще где-то есть. Потому что 1 литр на 100 километров это нормальная тема. Вот, книга по ремонту. Это с машины мне досталось. Вот, это правильно сделал предыдущий хозяин, очень правильно сделал. У меня практически так. У тебя, кстати, лучше книга, у меня вообще говно, так что будешь давать пользоваться. Легко. Так, давайте посмотрим. Не с первого раза, нет. Не так Надо работает. сильнее? Не, ручечку там отогни обратно, в другую сторону. Видишь, что там залипло? Ну да. Это универсал. Просто Блядь, пальчиком. Эта система была еще немцами придумана в 95-м, отлично. Ну да, видимо, кто-то очень долго таксовал на ней, потому что реально вот... Или очень толстый человек. Я еще такого не видел, честно говоря. Брат, это настоящая кожа, просто она не выдержала времени. У нее пробег 445 тысяч, чуваки, 445 тысяч, это, наверное, 500 раз скрученный, реально, ну, для 445 тысяч это позволительно. Посмотрите, дерево такое рояльное, у меня раньше был пианино, оно вот именно с таким деревом, действительно круто. И новая приборная панелька с этими штуками. Вот, супер, ребята. Так. Тут все по ГОСТу. Скруточки. Так, чуваки, да, тут все действительно по ГОСТу. Это сразу видно. 2.3 бескомпрессорный мотор. Кстати, плюс в том, что сюда действительно можно подобраться, потому что у меня тут стоит компрессор, я сюда руку. Электрический вентилятор уже, не вискомуфта, он уже электрический, поэтому проводка должна быть в хорошем состоянии. Все в масле, впуск в масле. Тут все в масле, дроссель уже на такой расходомер на плоской фишке, это понятно. Хочешь открутить? Нет, воздержусь просто. Да, ну, я вам хочу сказать, супер, это вот так вот выглядит настоящий танк. Так выглядит настоящий танк, это очень важно. Ну, давай посмотрим, где у тебя тут круглый разъем, для того, чтобы можно было сделать... Ага, отверточку сейчас найдешь. У меня не так. Да, у меня даже не так, слушай, брат. Еще один диагноз приехал.
Бля, нифига себе, куда ты повесил эти. Они должны так... Ничего себе у тебя кондей так висит. Это пиздец. Не, вот она, это... короче, в морду получала года 3 назад. Да? От прошлого владельца, да. И, короче, Восстанавливается, ну, да? Ты видишь, как Ну, радиатор висит. это свек, я тебе хочу сказать. Так и надо. Я вот такие движухи я вот первый раз вижу, если честно. Я собираюсь на неделю. Брат, тебе надо открывать канал, будешь к моим конкурентам. Я думаю, что ты еще больше... канал. Ты сможешь еще больше видео завалить. Забабахаешь. Я скину на сварочный аппарат, приеду к тебе вариться. Братан, без проблем. Без проблем. Я заварю тебе этими профилями, швейлерами, будет вообще. Мы тебе сделаем, знаешь, такой бампер такой, как у копов, американских, такой таран сделаем. Но вот это они хорошо придумали на самом деле, потому что они знали, что владельцы из Беларуси будут въезжать в различные лужи. Вот я вчера чуть гидроудар не получил, в такую лужу въехал. И поэтому они закрутили, посмотрите, как мозги они закрутили. Это, я считаю, очень классно. Туда реально никакая вода, даже если он будет пытаться нырять куда-нибудь там в Минское море, он его не зальет. Так, пока ты тут откручиваешь, я еще покажу людям. Красота, на самом деле. Пацаны, ну согласитесь, классный Мерс, если его привести в порядок, вообще будет супер. Ну супер, мне нравится на самом деле. Смотрите, вот такой блок предохранителей, вот мозги, мозги уже, конечно. Пацаны, напишите, пожалуйста, это реально так должна проводка быть или ее просто вскрывали? По-моему, тут должны быть различные кожухи такие, как у меня, или за счет того, что она закручивается, тут все вот в таком состоянии. По-моему, это завод, тебе не кажется? Это пиздец. Я думаю, что это не самое лучшее решение. Мерседес, ну что ж ты сделал так? Ты пожалел кембриков и изоленты, елки-палки. Ладно, сейчас будем подключаться. Покажи, какие ништяки ты выцепил. Да, я знаю, у меня с моим финансовым состоянием ничего не выцеплю. 40 ре. Бля, братан, ну тебе придется с Dolby Surround кассету. У меня где-то Цоя кассета была. Я хочу себе заколхозить блютузик, и будет вообще все четко. Это наша тема, ребята. Оригинал будет? Оригинал, это очень классно. Нифига себе. Тут еще нормально, с той стороны. Чувак, ты знаешь, сколько они стоят? Вот эта вот фигня стоит сколько? 5 рублей? О май гад, они на сайте стоят 30 рублей или 40, такая фигня. 4 менее более нормально. Ты умеешь договариваться, братан? Ты работал в Гербалайф? О, красота, посмотрите. Вот так вот я ездил. Таким вот образом это все открывается. Себе, короче, расширительный бачок. Йоу-йоу-йоу, бой. Только ради крышечки, потому что моей капсда. У меня половина крышечки в расширительном бачке. Да. А кстати, это тоже капса есть, ты не знаешь. Потому что тут должна быть еще дополнительная резинка. Ничего страшного, братан. Так, сойдет. Можно и без крышечки ездить, эти машины все равно не кипят. Ну, молодец, брат. Ну что? Смотри, у меня, как говоришь, у меня 95, если я буду стоять. 95 градусов, если я стою на нейтралке, я просто стою. 95 градусов, у тебя включается электровентилятор? Да. Ну все, молодец, пока включается. По трассе 83, больше. Супер, Так, брат. 95. Ты можешь себе потом в будущем, да, поставить вискомуфту. На самом деле, тут очень просто меняется вот этот шкив и ставится вискомуфта. Да, кстати, сюда можно поставить ее. Вот прямо тут уже есть резьба, но суть в том, что вискомуфта, она немножко забирает лошадиных сил у двигателя. Электровентилятор все-таки он более как бы лучше для динамика, но с другой стороны вискомуфта она более надежная. Ну какой смысл, если, блядь, через 25 лет у вас уже у всех вискомуфты просто уже в гробу лежат. Надо их всех менять. Ну что, давай тогда сейчас подключимся. 150 lean idle, intake air leak, full injection diaphragm pressure engine, блядь. Ты понимаешь английский язык? Ну да. Я предполагаю, Короче, что это да, что? беднит смесь на холостом ходу. Intake air leak. Ну, возможно, у тебя подсос. Intake air leak, fuel inject. Либо у тебя форсунки, проблема в них. Либо у тебя диафрагма, pressure радиатор.
Короче, у тебя подсос 0,50. Я ее еще посмотрю. Давай сейчас данные посмотрим. Воу. Что? Не, ничего. Еще поедем. Куда она, блядь, поедет? Так, ДМРВ у тебя работает. Сейчас. Обороты выставляется. Показывай. Смотри, вот по этим всем параметрам показывает, если нету желтенького, значит, в принципе, они все относительно в норме. Вот. Значит, дальше смотрим холостой ход. Холостой ход нормально, ДМРВ считает нормально. Дальше угол опережения сжигания в принципе в норме. Потенциометр положения, запрашиваемые обороты, видишь, они в принципе нормально. Вот 750 должны быть, 768. Есть. Конечно, Угу. оно плавает, потому что у тебя где-то подсос. Вот адаптация минус 3,5. Это у нас получается, сейчас тебе скажу, какая-то адаптация у нас пиздец. Короче, у тебя где-то, да, где-то, наверное, подсос какая-то. О, у тебя, смотри, у тебя работает вот прислушайся сюда. Видишь, у тебя работает продувка абсорбера. Видишь, она так. Да. Блядь, тут дроссель под этой хуйней. Да. Пидорасы, что ж вы делаете с нами? Мы же хотим полазить своими руками, вы все закрываете этими приблудами, елки-палки. Даже нельзя нажать, блядь, как в нормальных тазах. Мы можем нажать. Давай, нажми. Спокойно. Так, подожди. Держи. Блядь, горячо. Нажми. Смотри. Брат, нажми, чтобы все порадовались. Покажи свой нрав. Братан. О! Наша система, блядь. Нажимаешь. Давай. Вот так, давай. Красота, брат. Короче, пацаны, вердикт по этому Мерседесу. 0,50 ошибку. Читаем сами, заходим по форумам, смотрим. Поэтому, в общем, где-то есть подсос. Надо снимать, иди сюда. Так, чуваки, смотрите, что это Шерлок Холмс, автодок Олесь нашел, короче, причину проблем. Значит, смотрите. Вот это ДМРВ, тут уже датчик температуры стоит не отдельно, а он уже внутри ДМРВ. Это очень, ну, как бы хорошая тема такая, он лучше просчитывает, в принципе, воздух, да. Вот тут чуваки сказали, у них было оборвано, поэтому отсюда может быть подсос, надо поменять. Колечки форсунок надо поменять, посмотреть, не подсасывает ли с впускного коллектора с прокладки. Но смотрите, видите, обломан фильтр, вот забор воздуха, вот это отсюда идет, да? Вот отсюда идет забор воздуха. Отсюда должен холодный воздух забираться. А он, получается, с моторного отсека отсюда забирается. Поэтому, чуваки, я смотрел, блядь, почему такой большая температура на впуске, почти 30 градусов. Поэтому у тебя будет и меньше, и лучше динамика, и меньше расход топлива, если ты купишь вот эту штуку, диафрагму, поставишь сюда или наколхозишь какую-нибудь трубку сюда, чтобы тут тоже подсосов не было. И у тебя будет лучше машина ехать, потому что оно, получается, при закрытом еще капоте, оно забирает горячий воздух, и поэтому я смотрю, что-то адаптация, блядь, не такая, может быть, от температуры на самом деле. Поэтому, братан, это надо точно сделать. Но, ну, то есть, в принципе, я удивлен, потому что, в принципе, машина, так, это заебись. Ну, только единственное, почистить надо, помыть двигатель я тебе, конечно, не советую, но, как бы, убрать все эти пружинки, чтобы все почистить, очистителем карбюратора смазать, это будет вообще круто. Снимаем все вот эти, весь впуск, вот это обязательно чистим от масла, Чистим. вот это, значит, я понял. вот это чистим от масла. Значит, тут расходомер чистим от масла, снимаем его, меняем фильтр воздушный, значит, и вообще, в принципе, надо смотреть по проводке. Проводка у тебя в пизде, вот, смотри, это у тебя, видимо, этот, блядь, фазовращатель, короче, у тебя проводки пизда, вот смотри, видишь, в каком она состоянии.
Вот, проводка на форсунках тоже пизда. Ее надо менять, по сути. Дроссель тоже, возможно, ему пиздец, но он дешевый, братан. Я тебе хочу сообщить, у тебя дешевый дроссель стоит, тебе будет заебись. Пацаны, ну, тачка на самом деле классная, крутая, я видел и хуже. Это на самом деле настоящий дырявый Мерс. Братан, занимайся, люби свою машину, смотри мои видео, чини ее. Притом ты в очень большом, как говорится, авангарде, потому что у тебя есть даже подогрев омывайки. Это говорит о том, что ты можешь экономить зимой, ездить даже минус 15 на воде. Но это не точно. Так что, друзья, подписывайтесь, цените, ставьте лайки. И, пожалуйста, друзья, покупайте HFM скан и диагностируйте автомобиль сами. Это классная штука, можно ее диагностировать и с мобильного телефона, и с компьютера. И будет заебись, потому что я просто реально, вот мне звонят уже, я не диагност, это раз. А второе, то, что намного лучше самому уметь диагностировать свой автомобиль. Все. Но я вам всем готов помочь. Пишите комментарии, в комментариях любой вопрос, ответ отвечу. Все, братан, значит, Леша, говори всем пока-пока. Вот, будешь улучшать свою машинку? Конечно. Будешь переваривать? Я к тебе приеду осенью.